Госсекретарь США Энтони Блинкен направил послание по случаю Дня независимости Армении. От имени Соединенных Штатов Америки посылаю поздравления и теплые пожелания народу Армении по случаю годовщины независимости. Будучи первой страной, признавшей независимость Армении, Соединенные Штаты гордятся тем, что продолжают поддерживать Армению, поскольку она становится процветающим членом нашего демократического сообщества. Работая с Соединенными Штатами и международными партнерами, Армения создала инклюзивную экономику, которая все больше связана с миром. За последние 10 лет объем торговли между США и Арменией увеличился почти вдвое. Мы работаем в направлении диверсификации поставок энергоносителей в Армению и обеспечения энергетической безопасности ее народа и региона. Связи между людьми, являющиеся основой наших отношений, продолжают расти и укрепляться благодаря большой армянской диаспоре в США и по всему миру. Работая вместе, мы сможем добиться большего процветания наших народов и региона в целом, сделав Южный Кавказ более взаимосвязанным, стабильным и безопасным. В этот знаменательный день Соединенные Штаты непоколебимо поддерживают демократические устремления, суверенитет, независимость и территориальную целостность армянского народа. Мы уважаем приверженность Армении к подотчетному управлению и верховенству закона во времена серьезных проблем. Мы продолжим защищать прочный и достойный мир в регионе Южного Кавказа. Конгрессмен-республиканец от штата Нью-Джерси Крис Смит, сопредседатель комиссии по правам человека имени Тома Лантоса, в четверг возглавил слушания в Конгрессе, посвященные тяжелому положению этнических армян в первую годовщину падения Арцаха. Геноцидная блокада и этническая чистка Нагорного Карабаха, осуществленная Азербайджаном в прошлом году, были чудовищной несправедливостью, сказал Смит, отметив, что, несмотря на вопиющие нарушения прав человека, Азербайджан в ноябре примет у себя международный саммит ООН по изменению климата КОП-29. Этнические армяне по-прежнему имеют право жить в мире и свободе в Нагорном Карабахе в соответствии со своей верой и традициями, сказал Смит, который в прошлом году председательствовал на 2 слушаниях в Конгрессе, когда обострился кризис в области прав человека. Мы должны защищать права человека этнических армян, которые сейчас являются политическими заключенными или военнопленными в Нагорном Карабахе, а также культурное наследие Армении в Нагорном Карабахе, сказал Смит. В 2015 году он встречался с азербайджанским диктатором Ильхамом Алиевым, чтобы оказать на него давление по поводу соблюдения прав человека, и тогда же сказал Алиеву, что многие этнические азербайджанцы также страдают при его режиме. По этому поводу МИД Азербайджана обвинил комиссию Конгресса США в неуважении. Поводом к этому послужили сегодняшние слушания комиссии Конгресса США по правам человека, посвященной этнической чистке, проведенной Азербайджаном в Арцахе год назад, и нарушения прав человека в отношении армян Арцаха. Комиссия также обсудила тему репрессий против азербайджанцев, которые стали жертвами давления из-за противодействия правительству Азербайджана. В ответ на такие выпады с азербайджанской стороны экс-советник главного помощника президента Армении Владимир Погосян сделал жесткое заявление, адресованное азербайджанскому правительству. Вот что он пишет в своем микроблоге. «От меня лично. Азербайджан совершает серьезную ошибку, оказывая давление на Армению в сговоре с Россией, Британией, Турцией и Китаем. Все могло бы быть по-другому. Но поскольку армянская политическая система крайне некомпетентна, это невозможно. Некому договариваться и вести переговоры с Баку. Они лишь выполняют волю третьих стран. Алиев должен понимать, что я не веду дела таким образом, и все изменится как во внешней, так и во внутренней политике. При мне это будет другой армянский народ и государство. А Алиеву я скажу следующее. Строй дороги, аэропорты и туннели в Арцахе. Я не буду это разрушать. Зачем? Строй. Но насчет того, что ты заселяешь Арцах азербайджанцами, я скажу так. Я не повторю ошибок 1994 года. Тогда меня не послушали, потому что Вазген Саркисян и президент допустили ошибку, прислушавшись к идиотам Робу и Сержу. Я войду в Арцах, а если не я, то тот, кто придет после меня. И завет будет такой. Я не буду играть в христианина. Я покажу, что мы тоже умеем жестоко воевать.
Либо вы примете предложение моей команды о мире в регионе, либо продолжите игру Ереван, Москва, Анкара и Лондон. В противном случае я гарантирую трагедию для вашего государства», заявил Владимир Погосян. Два вопроса с одним ответом. Алиев все эти годы после 2020-го продолжает вооружаться. Зачем? Азербайджанцы не заселяются в оккупированный Арцах. Почему? Отвечу одним словом. Потому что страшно. И нет, я не сошел с ума, я не тот человек, который готов закидать врага шапками. Я не преувеличиваю наши возможности, я просто анализирую действия соседей, зная их психологию. Индивидуальной смелостью в племени закавказских турок никогда не пахло, и сейчас не пахнет. Коллективной же смелости не бывает. Бывает коллективный героизм, сумма действий многих смелых людей. Коллективная смелость в их представлении и исполнении – это когда толпа трусов бьет одного. И Алиев никогда не пошел бы на этот шаг в 2020 и даже в 2023 годах, если бы не был тысячекратно уверен в поддержке со стороны всех стран, заинтересованных в потере Армении и своих земель. Конечно, Арцах был первым этапом в мечтах о коридоре. Но даже этого оказалось мало. Ступор азербайджанцев в первые дни 44-дневной войны заставил друзей диктатора не просто поддерживать его, а участвовать напрямую. Любой, кто дрался на улице, знает, как определить того, кто больше всех боится, по громким крикам и размахиванию рук, как у ветряной мельницы. Опытный и уверенный в себе боец делает все молча и не расходует силы попусту. Если дождаться, когда человек войдет в незнакомую для него комнату и отключить там свет, у него начнется паническая атака. Темнота и неизвестность, что может быть страшнее? Азербайджан во главе с Алиевым должен попасть в такую комнату под названием «Жесткие правила западного законодательства». Там не дерутся и не кричат. Там просто ждут, когда испуганный идиот в полной темноте сам себе разобьет голову в панике, пытаясь выбраться. И как бы нас всех не призывала кровь к мести за разрушенные кладбища и храмы Арцаха, нужно сохранять холодную голову. Единственный план возвращения Арцаха работает от обратного. Шаг первый. Распад диктаторского Азербайджана через многочисленные суды, санкции, цивилизационную изоляцию и тому подобное, что приведет к упадку экономики и полному краху социальной системы. Это сложно, но процесс уже идет. Шаг второй. Освобождение армянского Арцаха силами армян. Освобождение лезгинских, талышских, татских земель силами самих лезгин, талышей и татов. Другого пути нет, а если и есть, то он слишком кровавый. Постскриптум. Любой азербайджанец вам скажет, что больше всего овец гибнет не от волков, а, например, от болезни под названием брадзот. Заболевание характеризуется быстрым течением. У животного начинаются судороги, шаткая походка. Оно пребывает в возбужденной агонии и умирает за несколько часов. И все это из-за одной маленькой инфекционной палочки, попавшей в организм. И стадо, хоть и овцы, изгоняет больное животное, чтобы выжить. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости региона и мира.